Ну что, Камчатка. Это просто мечта. Ну что, друзья, экстренное включение на какой? На 9-й день. Мы едем на морскую прогулку, сейчас 6 утра. Мы все болеем, и походу я тоже. Сегодня мы едем кататься по океану Тихому и ловить всякую вкусную живность. Надеюсь, что мы увидим косаток. Возможно, и китов, но не факт. Может, и ни тех не увидим. Поэтому посмотрим, как пойдет. Но мне кажется, это будет очень интересный опыт. Главное не заболеть. А так нормально. Как было красиво! Во-первых, все выпили сразу же драмину, и я сидела и такая: я буду в полном порядке все эти 10 часов. Была ли я в полном порядке? Нет. Но я не подавала виду. Нормально. Во-первых, сначала у нас из происшествия одна из девчонок забыла паспорт. Все обошлось, потому что, как мне потом рассказали, контроль за въездом и выездом из бухты на Камчатке невероятно высокий. То есть ты не можешь выехать из бухты после 8 утра и без правильной документации, и ты не можешь въехать в бухту после 6 вечера. Мы увидели косаток, мы увидели китов. Ты такое не увидишь в обычной жизни. И при этом, когда они выплыли, они показали нам свои хвостики и невероятно красивый окрас. Я правда смотрела, я не могла увести взгляда, я была полностью поражена. В какой-то момент мы смотрели на прекрасных китов. Я сидела на носу, плюс-минус где-то на середине, но все равно это было сбоку. Шел дождь, я была в дождевике, я сидела на вот этой вот пенопластовой поролоновой подушечке, которую обычно ты надеваешь на жопу для того, чтобы она не была у тебя мокрая, когда ты катаешься на лыжах или, я не знаю, там тоже выходишь куда-то в горы. Я сидела на ней, и я прям чувствовала, что первые 30 минут было все нормально, а затем корабль сделал в одну сторону шух, и начал делать в другую сторону шух, и я сделала шух, и покатилась вниз. А я прям четко видела, понимаете, разницу между носом и рейлом была достаточной для того, чтобы я выехала прям в нее. И я прям видела эту траекторию, я видела эту картину, как я съезжаю, а у меня в одной руке телефон, в другой руке фотоаппарат. Я подняла ноги, потому что я понимала, что кроссовками я не заторможу, и я прям думала, если я сейчас не поставлю ногу на рейл и не остановлю себя, я уеду со всей своей техникой прямо в океан. Я ехала с двумя ногами поднятыми, с руками вот так вот в разные стороны и целилась ногой в перила. В итоге я затормозила, я не упала, но я была поражена, что я не оказалась в океане. В океане оказался телефон одной из наших девчонок. Она принесла жертву богам. Там поймали 4 палтусов? Нет, это были не палтусы. 4 камбера. Это разве не сыр? Камбала. 4 камбала. Потому что Канберра – это столица Австралии. Мы поймали 4 камбала и 1 палтуса. И у нас были крабы, которые вместе с нами ехали, потому что мы должны были все это сделать, сварить, пожарить и съесть на борту. У нас было 10 часов, но мы не успели, поэтому нам пожарили и отдали потом с собой. Мы сидели с камчатским потрясающим пивом и крабами вечером и наслаждались жизнью. На следующий день, это был наш последний, к сожалению, день, мы встали в 4:30 утра, потому что нам наш коуч сказал, что мы идем на лайнап в 6 утра. Я просыпалась просто вот так. Я проснулась, наверное, только часа через 3, и то, скорее всего, уже после серфинга, потому что мы не парились, лайнапа не было, это был последний день, нам сказали веселитесь, и я веселилась, я подначивала абсолютно всех, чтобы мы постояли на голове, постояли на руках, сделали колесо на доске, покатались на спине, на коленках, и это было реально прикольно. В какой-то момент я даже прокатилась вдвоем вместе с 2 разными инструкторами на доске и поняла то, что, знаете что? Это, между прочим, гораздо сложнее, чем я в принципе ожидала. Но как же это было весело! И когда я потом подошла и сказала то, что ой, а мы там это на спине катались и на коленках, мне сказали, что я нарушаю субординацию. Я сказала, конечно же, нет, ни в коем случае, ни разу, никогда.
И в тот момент, когда мне коуч ничего не сказал, мне доска прилетела по шее, он поржал и сказал то, что это тебя Тихий океан наказал за то, что ты нарушаешь субординацию. Поэтому, ребята, с Тихим океаном надо быть очень аккуратным, потому что он может дать по шее. Девчонки пошли в баню. Я сидела, смотрела с другими ребятами фильм, мы спали на самом деле очень мало, поэтому многие спали просто в шатре. И под конец мы поехали обратно в наш серф-дом, где мы пили вкуснейший глинтвейн, ели крабов и делились своими впечатлениями. Мы все сравнивали то, как мы начинали, то, с какими мы мечтами, целями, желаниями приехали на Камчатку, и обсуждали то, насколько же сильно мы поменялись, и то, насколько потрясающими были все эти 11 дней. В моем случае я сказала, что самый первый раз, когда я ехала, у меня не было никаких ожиданий от Камчатки, и это правда. Я понимала, что будет очень красиво, я наснимаю невероятное количество видео, контента, столько всего будет рассказать и показать, но я никогда в жизни не думала, что за 11 дней я получу большую еще одну семью. Все девочки, все пацаны, все ребята, которые нам преподавали, каждый внес свой ценнейший вклад. Я обычно тот самый человек, который старается не сближаться с другими людьми, потому что я очень много переезжала в своей жизни и очень много говорила «прощай». Очень часто это было не по своей воле, а потому что кто-то хотел закрыть отношения и поставить точку, и не ждать меня больше, потому что я уезжала. С кем-то это было по моей собственной инициативе, потому что я понимала, что я никак не смогу дальше продолжать даже общение. И мне всегда очень больно сближаться с другими людьми, поэтому последний год я практически ни с кем не знакомилась. Я держала свой круг близких людей достаточно закрытым, приватным. А тут я приехала, и я впустила в свой внутренний мир более 20 человек и сделала это с такой легкостью и с такой благодарностью, что я сама не могла себе даже представить такой исход. Я сидела и размышляла по поводу всей этой поездки и понимала, что я за 11 дней получила не только тонну потрясающего контента, не только почти что потеряла дрон и получила снова еще новую историю о том, как я чуть не покупалась в Тихом океане в одежде с корабля, или про то, как я снова психовала, но я получила такую теплоту от совершенно незнакомых мне людей, которую я очень давно не получала. Рыдали там абсолютно все, кроме меня. Потому что я уже решила подойти с подходом, что я не буду даже думать о том, что я с кем-то прощаюсь, потому что я, в принципе, могу увидеться абсолютно со всеми, и я всегда с ними вижусь. То есть у меня уже подход такой, что я всегда говорю: никогда не говорите мне «прощай», говорите мне «до скорой встречи», потому что со мной эта встреча будет очень-очень скорой. Но самое для меня неожиданное стало то, что когда я села в самолет на следующий день, даже не когда мы все снова прощались и обнимались, когда мы уже уезжали в аэропорт, а то, что когда я села в самолет и осталась наедине с самой собой, у меня было ощущение, как будто я оставляю позади мой личный дом. Что-то мне настолько родное, теплое, душевное, что-то настолько ценное. И я не могла остановить слезы. Последний раз я испытывала такое, когда я впервые летела в Австралию в феврале 22 года. И я рыдала, потому что я понимала, что я оставляю полностью свою жизнь позади себя. Вся моя семья остается в одном месте, мои друзья, работа, моя привычная жизнь, и я уезжаю в место, о котором я ничего не знаю. Место, где у меня ничего нет, никто меня не ждет. И я также не могла остановить слезы, когда я уезжала из Камчатки, потому что у меня было ощущение, как будто я оставляю частичку себя и что-то мне настолько родное, что я не смогу получить еще достаточно долгое время. И по приезду в Сочи я была шокирована абсолютно всем. Всей этой жизнью. Я не знаю, что со мной случилось на Камчатке, но такое ощущение, как будто я приехала совершенно другая.
Я приземлилась в Сочи, и я помню прям это странное ощущение, как будто бы я не я. Я приехала другим человеком, то есть уезжала я просто Валентиной, которая думала о том, что делать дальше, куда идти, как развиваться, какой путь взять. Очень много было проблем, очень много было переживаний. И при этом я считала всегда, что во мне такое бушующее море, которое я никогда не могу остановить. Море эмоций, желание жить. А потом я уехала на Камчатку, и помимо того, что я впервые поняла, что я живу в моменте, я живу в настоящем, и я за 11 дней ни разу не подумала ни о прошлом, ни о будущем, ни о каких-то проблемах, я просто была. И я осознала, что во мне целый океан, океан, которого я раньше не видела и не чувствовала, а тут я не просто почувствовала, я окунулась в него. Я поняла, что у меня впереди еще столько всего, что я должна узнать. Не только про себя, но и про этот мир, про эту жизнь. И я почувствовала себя таким ребенком. Как будто бы абсолютно весь мой прошлый опыт, точнее не опыт, а все какие-то мои переживания, их смыло. Знаете, видимо, меня замыла одна из волн, и меня отпустила, и просто она содрала с меня абсолютно всю мою старую кожу и заставила снова погрузиться в это состояние. Я впервые за очень долгое время снова почувствовала себя ребенком. Я очень давно не испытывала это, потому что я уже давно говорю, что Австралия забрала мою невинность. И мне пришлось пройти определенные жизненные моменты, сжимая зубы и просто надеясь на то, что впереди будет просто все хорошо. И весь предыдущий год я отмывала свою карму, как и многие из нас, потому что здравствуй, 2024 год. И я думала, что я потеряла этот блеск в глазах, я думала, что я больше никогда его не испытаю, не почувствую, не увижу, что я больше никогда не почувствую вот эту легкость. И в тот момент, когда я думала, что Австралия забрала мою наивность, Камчатка ее вернула. Вот это вот детское чувство и ощущение, что ты живой, что... Я не знаю, что со мной произошло на Камчатке. То ли я отдохнула, то ли я восстановилась за счет того, что я была с потрясающими рядом людьми на протяжении всех этих 11 дней. А может быть, потому что я влюбилась. Но что бы это ни было, я безумно этому благодарна, потому что я знаю, что с этого момента все то, что я буду делать, будет отзываться во мне. И оно будет правильным, потому что я сделала этот выбор. И это мой выбор. Поэтому, ребята, всем на Камчатку. Отдельное огромнейшее спасибо Quicksilver Камчатка Surf Camp. Ребята, вы бесподобные. Вообще, сам факт того, что вы построили этот лагерь своими собственными руками, и при этом не один раз, а дважды, у вас столько было препятствий на пути, но вы их прошли, и вы не сдались, потому что вы верили в свой проект, и вы верили в то, что вы поможете людям обрести то самое спокойствие и счастье, которое самим обладаете. И вы это сделали. Посмотрите, например, на меня. Ну, как бы, я вернулась с такими инсайдами, о которых даже не мечтала, не планировала никогда. Такое соорудить очень сложно. Тем более, еще сложнее это передать все то, что вы ощущаете и чувствуете, свою любовь к этому месту, другим людям. А вы это делаете, и вы продолжаете это делать с каждым туром. Вы великолепные, вы невероятные. Пожалуйста, никогда не переставайте давать свою любовь и показывать то, как вы живете другим людям, потому что это заражает. На этом, наверное, все. Дальше будет больше. Я думаю, что раз уж я купила эту камеру, то я уже не остановлюсь. Мне слишком дико нравится качество и факт того, что я могу снимать и рассказывать, и потом монтировать это все, и передавать свои впечатления, ощущения, какие-то мысли. Я очень давно этого не делала, я безумно рада, что я возвращаюсь обратно к влогам, для того, чтобы задокументировать свою жизнь и заразить других счастьем, которое я же сама и испытываю. Я всех люблю, целую, до новых встреч!